Очищение организма касторкой. Как вывести паразиты, токсины и шлаки? С возрастом у людей могут скапливаться в больших количествах отложения из каловых камней, гельминтов, непереваренных остатков. Накопленные токсины и шлаки отравляют организм и способствуют возникновению множества заболеваний. В этом видео мы расскажем, чем полезно очищение организма касторовым маслом и как очистить организм правильно. Кому необходимо очищение кишечника? Очищение кишечника проводят, когда он не справляется с выводом токсинов и происходит отложение каловых камней. Это проявляется частыми запорами, вздутием и метеоризмом. Может появляться тошнота, отрыжка, неприятный запах изо рта, снижается аппетит. Отражается зашлакованность кишечника также на состоянии кожи. Появляются прыщи, воспалительные явления, пигментные пятна, красные точки по всему телу и тому подобное. А наличие токсинов, которые всасываются в кровь, приводит к хронической усталости, депрессии, нарушению гормонального фона и всех вытекающих из этого последствий. Чем полезно касторовое масло? Касторовое масло – это вытяжка из семян растения, называемого клещевина. Это масло помогает очистить пищеварительную систему и привести в порядок микрофлору кишечника. Касторка обладает самой высокой очистительной способностью. После употребления это масло не переваривается, а раздражая ворсинки кишечника, заставляет их сжиматься и отталкивать все залежи, которые находятся между ними, на стенках кишечника. Очищаются и сами ворсинки кишечника, а они ведь играют одну из важнейших ролей в усвоении пищи, витаминов, микроэлементов. У касторового масла есть признанные полезные свойства. Улучшает работу желчного пузыря и печени, насыщает организм жирными кислотами, является природным антиоксидантом, препятствует росту грибковых микроорганизмов и паразитов, используется при отравлениях некачественной пищей, способствует заживлению слизистой при геморрое, помогает при избавлении от лишних килограммов, используется в качестве слабительного средства при запорах. В косметических целях это масло применяют для роста любого волосяного покрова, волосы, ресницы, брови, укрепления ногтей, заживление ссадин, порезов, лечение ожогов, геморроя, удаление папиллом и бородавок. В составе масок для лица от пигментации для смягчения кожи, смягчение мозолей, натоптышей, кожи рук, кутикулы. Принцип действия касторки на организм. В просвете тонкой кишки с касторовым маслом происходят изменения. Жирная субстанция расщепляется под действием фермента липазы. В результате выделяется рецинолевая кислота, которая оказывает на чувствительные рецепторы кишечной стенки раздражающее влияние. Организм пытается быстрее вывести раздражитель, а вместе с ним выходят непереваренные остатки пищи, каловые массы, шлаки и другие отходы, которые долго копились в складках кишок. Они выходят легко, без повреждения слизистой. Кроме того, касторка оказывает стимулирующее действие на желчный пузырь, улучшая выделение желчи. Подготовка к очищению. Рекомендуем покупать касторовое масло хорошего качества, холодного отжима, ничем не разбавленное, индийского производства. Масло должно быть только для внутреннего употребления. Масло для косметических целей употреблять внутрь нельзя. Лучше принимать средства утром натощак. Касторовое масло начнет действовать через 40 минут, а может через 2-3 часа. Все индивидуально. Мы не рекомендуем употреблять это слабительное на ночь, чтобы вам потом не пришлось просыпаться среди ночи от схваток в животе. Вначале будут выходить черные каловые камни, затем стул будет размягчаться и в конце пойдет вода. Это послужит сигналом к окончанию чистки. Когда все закончится, можно выпить настой овса или травяной чай. Дозировка. Чаще всего рекомендуют принимать это средство для очищения в расчете 1 мл масла на 1 кг веса человека. Однако для начала такое количество может оказать очень сильное воздействие, что будет сопровождаться неприятными ощущениями. Поэтому чаще всего рекомендуется начинать очищение постепенно, с 15-30 мл касторки.
Позже вы сможете увеличить дозировку до 1 мл масла на килограмм вашего веса. К маслу необходимо добавить столько же свежевыжатого сока из цитрусовых. Лучше всего себя зарекомендовали сок грейпфрута или апельсина. Смесь касторки и сока более эффективна, так как сок способен растворять слизь и противостоять токсинам. Кроме того, он нейтрализует неприятные ощущения от приема масла. Процедура очищения. Подогреть на пару касторку и добавить в нее выдавленный сок и перемешать. Всю порцию смеси выпивают за раз или небольшими порциями в течение получаса. Если возникает тошнота, можно пососать дольку лимона или выпить немного сока, выжатого из цитрусовых. В день самой чистки рекомендуется находиться дома и не планировать встреч, поскольку слабительный эффект может проявиться совсем неожиданно. Можно понаблюдать, что будет выходить. Не удивляйтесь, если увидите паразитов. Касторка обладает мощным противопаразитарным свойством. Пить в этот день нужно не менее 1,5 литра воды. Относительно еды мнения разделились. Одни рекомендуют полностью отказаться от пищи в день очищения, другие рекомендуют употреблять только легкую растительную пищу, третьи рекомендуют оставить все как есть, ничего не менять в питании. Ввиду того, что все приводят убедительные доводы, выбор остается за вами. Как контролировать степень очистки? Пока на языке сохраняется белый налет, пить 2 раза в неделю. Как только язык становится розовым по утрам, 1 раз в 2 недели. По мере улучшения здоровья 1 раз в месяц, 1 раз в 3 месяца, 1 раз в 6 месяцев. Если почистить кишечник с 1 раза не удалось, допускается повторное использование слабительного, но не более 3 дней к ряду во избежание развития привыкания. Противопоказания. Обычно касторка хорошо переносится, но иногда после ее приема наблюдаются неприятные ощущения. Это может быть тошнота, боли в животе, частый жидкий стул. Иногда также возникает слабость, сонливость, головные боли. Это может быть естественным результатом очищения кишечника, но если ощущения очень интенсивные, следует прекратить прием масла. При этом есть несколько заболеваний, при которых чистить организм можно только после консультации с лечащим врачом. К основным противопоказаниям относятся онкологические болезни кишечника и воспалительные процессы в нем, патологии желчевыводящих путей, такие болезни ЖКТ, как язвенный колит, гастрит, дуоденит, расстройства кишечника, вызванные отравлением, синдром раздраженного кишечника при наличии камней в желчном пузыре, а также любые чистки противопоказаны при беременности, кормлению грудью и во время менструаций. Для всех остальных людей ограничений нет. Если будут вопросы, пишите в комментариях, и мы ответим.